Вот я стал счастливым, как только меня арестовали, потому что я понял, что арест – это ничего. Потом будет хорошая жизнь, интересная жизнь. Коллапс Советского Союза – лучшее, что случилось в моей жизни. У меня в жизни были всего две мечты. Независимая Грузия и одна конкретная женщина в жены. Было трудно и там, и там. Я им сказал, вы можете смело арестовать мою жену. Грузинский человек может вечером подумать, а не махнуть ли мне в Париж. Взять билет в тот же вечер и махнуть. Господи, Леван, как же трясет сильно. А, это разве тряска? Леван, как один человек может перевести столько всего? Когда тебе 70, все возможно. Трудно достичь высокой точности в поэтическом переводе, если ты не Пастернак. Если ты Гнедич, ты можешь посвятить себя Гомеру, но я не Гнедич. Я рад, что мне удалось сделать из Гомера бестселлер для современной Грузии. Леван, передо мной лежит единственная ваша книга, которую я читал. Потому что это единственная ваша книга, насколько я знаю, которая существует в русском переводе. Это книга «Святая мгла», ваших воспоминаний о заключении. Вы сидели в Мордовии 3 года, если я правильно помню, да? Тут, правда, нету русского перевода, есть переводы на самые разные языки. Расскажите о них. Да, эта книга принесла мне определенный успех. Сначала на грузинском языке. То есть это книга, которая говорит о ГУЛАГе, о последних днях ГУЛАГа, о том, что стало с ГУЛАГом. И эта книга воспоминаний, оказалась популярной в Грузии. Были 3 издания, сейчас будет даже 4-е издание. И многие его читали, и многие его любят. Некоторые места, некоторые люди знают даже наизусть. Это книга о моих друзьях, которых я встретил в ГУЛАГе, и описаны там 15 портретов. Там нет моего портрета, но я присутствую в каждом, естественно. И там показано, что мы жили весело. То есть это книга, которая редкая книга в том плане, что там читаешь и можно веселиться. То есть можно смеяться, можно улыбаться. И это не очень трагическая книга, хотя ощущается, что ничего хорошего там не было на самом деле, но жизнь там тоже продолжалась, там тоже была интересная жизнь, там были интересные люди. Как Михаил Васильевич Поляков, например, очень интересный человек, очень яркий человек. Борис Манилович, превосходные ребята, очень интересные люди и так далее. И вот книга стала популярной на грузинском языке. И вдруг возьмись, и Елена Бочоришвили очень важная грузинская женщина, которая пишет на русском языке, которая русскоязычная писательница из Канады, она живет в Канаде, которая сразу переводит на французском, и она более-менее популярна на французском языке. То есть это очень интересный человек. Она была впечатлена моей книгой и предложила перевести. И мы перевели вместе. В смысле, я переводил, но она все-таки профессиональный русскоязычный писатель. Я считаю, что это ее перевод, то, что вы читали. И было издано в НЛО на русском языке, и поэтому потом у меня появился литературный агент. Это женщина из Германии, Галина Турстов, русского происхождения, она немецкая подданная, и она начала продвигать эту книгу на разные стороны, в смысле для французов, для немцев, И вот появились эти переводы. Вот это, например,
немецкий перевод вот с такой красивой обложкой, Интересная где обложка, да. это я, кажется, это очень интересная обложка. Потом появился английский перевод и итальянский. И вот это какой-то некоторый стандарт, так сказать, дизайна. Поэтому эти книги очень похожи на разных языках. Есть английский перевод, есть итальянский перевод. Тот же дизайн для венгерского и румынский перевод. Есть еще на сербско-хорватском то же самое. А французский первый? Это французский перевод. Французский перевод уникальный, потому что он сделан с грузинского. Все остальные сделаны с русского перевода. Французский перевод особенно важный, потому что переводила грузинская женщина, но она пригласила еще госпожу Дюма, которая наследница великих Дюма, так сказать. И вот этот перевод считается одним из лучших. Я сам чуточку владею французским языком, я очень горд, что у меня такая красивая книга. Эту книгу, кстати, читал и рекламировал бывший французский президент Франсуа Олланд. Он взял эту книгу просто на книжной лавке, сказал, нет, эту книгу я читал. Там была моя переводчица, она сделала маленькое видео, сняла сразу бывшего президента, так что я получил бесплатную рекламу от президента социалиста. А русским переводом вы довольны? Да, я доволен русским переводом. Качество там очень высокое. Это все зависело от Элени Бочоришвили, естественно. Мы ее зовем Пепи, кстати. Она всегда звалась Пепи в Грузии. Ливан, я хочу спросить вас по книге. Книга доставила мне огромное удовольствие. Действительно, она написана так, как будто вы не в Мордовии сидите в лагере, а просто с друзьями собрались на дружеской, так сказать, кухне, пьете, веселитесь. Но вообще вам тяжело сиделось, следствие, это было для вас тяжело или в целом нет? Знаете, у меня были тяжелые 4 года в ожидании ареста. Я помню, что это был ад, когда я ожидал, когда меня арестуют. Но как только меня арестовали, поздно вечером я запел. Потом я читал, что Достоевский тоже пел, когда его арестовали. А что вы пели? Какие-то грузинские песни. Я не помню, что я пел, но люди помнят, что я пел, потому что за нами наблюдали. И когда мы пришли к власти, мы взяли эти материалы, и я прочел все, что обо мне было написано КГБшными психологами. Что он не совсем нормальный поет. И это, видимо, какой-то сдвиг после ареста, они пишут. А я помню, я пел, потому что ощутил себя совершенно свободным. Потому что я-то думал, что когда меня арестуют, это конец. Оказалось, что там тоже есть жизнь, и это продолжение жизни. И я был счастлив. Это трудно объяснить, но если вы помните, Камю говорит, что вот человека, который обречен на смерть, или Сизифа, который, значит, поднимает эту самую свою ношу огромную, когда вот эта ноша падает, тогда, говорит Камю, его следует рассматривать как счастливого человека. Вот я стал счастливым, как только меня арестовали, потому что я понял, что арест – это ничего. Потом будет хорошая жизнь, интересная жизнь. И я увидел интересных людей, которых я бы никогда не смог найти в Советском Союзе, стольких вместе. Это я благодарен КГБ, они подловили всех тех людей, которые нужны мне были, и дали мне университетское воспитание. Это был мой 3-й университет. В 2 я обучался как-то, а это был мой университет. Это были лучшие мои годы, потому что я был молод. Мне было 33, вот эти годы я сидел. И были люди, такие как, например, Вадим Анатольевич Янков, который знал обо всем. И это были люди, знающие свою профессию превосходно. Это был человек совершенно невероятной стойкости, как Михаил Ривкин, например. То есть люди, которые впечатлили меня и дали воспитание.
я бы не получил, где я мог бы найти таких людей. Я очень рад, я просто благодарен КГБ за то, что меня арестовали, я видел этих людей, я воспитывался у великих людей. Я стал хорошим, нормальным человеком. Я даже либералом стал в тюрьме. Хотя туда поступил более-менее грузинским консерватором. Тот же Михаил Ривкин, которого вы упомянули, рассказывал мне, как давили на него на следствии, как ему было сложно выдержать это давление. На вас как-то давили, чтобы вы, не знаю, выдали товарищей, чтобы вы на кого-то дали показания? Да. Было ли такое? Да, это было психологическое давление. Было мне обычно, они попытались, в моем случае, они попытались давить через, как-то давить на то, что моя жена как-то участвовала в наших делах. И они обещали ее арестовывать или не арестовывать в зависимости от того, какая будет моя позиция. Я им сказал, вы можете смело арестовать мою жену. Она достойная женщина, она это перенесет с достоинством. И я буду счастлив, если мы окажемся в застенках, но не вместе, но как-то в фигуральном плане вместе. Я намекнул даже на то, что я даже буду счастлив, потому что есть такие семьи. Например, семья Ромашевских, где сидели муж и жена из-за того, что они передавали по радио по всей Варшаве ситуацию, которая сложилась в Польше во время Варшавского плана, то есть во время гражданского противостояния и солидарности. То есть у них была радиосолидарность. Это муж и жена вместе. Я сказал, мы тоже будем счастливы, если семья Берзинишвили, как и Ромашевские, станут примером, так сказать, семейного подряда и нового диссидентского движения. И на это было уже нечего ответить, я думаю. Да, и они не арестовали Ингу. Хотя у них был соответственный материал. Они могли это делать. Давление также шло вот примерно так. Ваш брат работает, у меня старший брат был инженером, он работает на строительстве, там разные вещи происходят, вдруг что-то падает там и так далее. Я говорю, если вы убийцы, хотите убить моего брата, это не помешает мне говорить то, о чем я думаю. Я думаю, что это несерьезный разговор. Они также намекали на дочь и так далее, что она одна ходит в школе, там машины ходят как-то опасно и так далее. Мелко, но по-чекистски. И я понимал, что никогда не надо поддаваться. Страшно было, что они реально что-нибудь сделают с дочерью? Я всегда думал, что это они реально могут все сделать, но надо знать, что это не повод для того, чтобы оговорить других людей. То есть, если что-то с нами произойдет, это преступление вот этих людей, и я ничего не могу с этим поделать. Поэтому я не шел ни на какие уступки из-за того, что на меня вот таким образом давили. Но физического давления или принуждения, или через известные методы, там, не давать спать, не давать есть, карцер и так далее. Это все было, но я это легко переношу. Я человек готовый для карцера. В смысле, в этом плане на меня давить не следует. Вы были молодой совсем еще. Я был молодой, но я был опытный в том плане, что я, например, знаю, что такое голодание. Поэтому, если мне не дать мне 10-14 нормальной еды, я смогу. У меня нет проблем, потому что я сам голодал 14 дней, например, до того, как меня арестовали. Это мне было интересно. Я читал хорошие книги, так сказать, про голодание. Так что в этом плане, если меня давить или психологически, там, что-то со мной было им трудно. И поэтому я считаю, что я прошел достойно, особенно вот эту часть, грузинскую часть заключения.
Вас посадили в 84-м, верно? Меня посадили в 84. То есть у власти был Андропов в этот момент. Совершенно верно, но он очень скоро умер, слава богу. А потом Черненко, который тоже очень скоро умер. Черненко, который, знаете, что со мной было? 9 числа, 9 февраля 1984 года умер Андропов. Мы сразу поняли, потому что мы сидели, знаете, такое отделение КГБ, там часть здания принадлежит КГБ, и другая часть принадлежит НВД. И утро начинается с тем, что у НВД какой-то концерт, а у этих какие-то кислые лица. Я сразу понял. А у меня там был надзиратель, который мой студент, бывший. В смысле, я обучал его, и меня арестовали, мои надзиратели, мои студенты оказались моими надзирателями, двое сразу. Их звали Саша. Одного я звал Черный Саша, а второго Белый Саша. Вот Черный Саша подходит, я ему показываю вот это глазами. Тот умер, я думаю, и думаю, что хорошо показываю. Он согласился, что да, я понял. Сразу вызывает меня следователь и говорит: сейчас придет наш человек, мы тебя отпустим. Через 2 дня он мне говорит: наш человек не приходит, к сожалению. То есть они уже думали о Горбачеве, который не пришел. То есть еще была отсрочка, пришел. Если нет, меня бы могли и выпустить. На А у самом вас деле. следствие было в этот момент, когда Да, у меня было следствие. Но мы шли на 7+5. Нам говорили, у вас будет максимум. 70-я статья. Да, 70-я статья в Грузии, это 71-я, 7+5. Как только умер Андропов, нам сказали, 7+5 не будет, будет маленький срок. 3 года, 4 года, но не больше, без пересылки. И пошли мы туда, и появились люди даже с Украины с такими сроками, так, 2 года, 3 года, без пересылки. Это честные люди, не то чтобы кого-то заложившего. Да, абсолютно честные люди. Просто пошли новые сроки, маленькие сроки. Даже при Мухе, а вы Муху знаете, это был такой человек, КГБ в Украине, всех сажали и всем давали 7+5, точно, всем. И вдруг из Украины пришел человек, у него 3 года, военный человек, хороший человек, он книгу написал потом «Дякую тюрьме». То есть спасибо тюрьме, хороших людей повидал. То есть абсолютно тот же подход, что и у меня. Так что я скажу так, дни были нехорошие, конечно, в изоляторе Тбилиси, с намеками на арест жены или на нападение на дочь или брата. Но все равно я их прошел очень легко. Я думаю, что у меня психологический план хороший для ареста. Не всех людей надо сажать. Вот таких людей, как я, сажать можно. Если хоть кого-то нужно сажать, такие, как вы. Потому что я всегда думаю, может быть, в этом плане они перегибают палку, арестовывают меня за то, что я хочу в свободной стране жить. Это некрасиво с их стороны. Но все равно я, обычный человек, сделал в жизни много плохого, может быть, за что я заслуживаю какого-то наказания. Так что для меня легко сидеть. Если меня еще арестуют в таком возрасте, я буду готов. Леван, а каково вообще вам было сидеть в тот момент, когда, собственно, начиналась перестройка? То есть получается, что вот вас посадили в 84-м, вышли вы в 87-м, и то есть вы сидели в тот момент, когда уже вовсю начиналась и шла перестройка. Вы как-то чувствовали это, сидя, что эпоха меняется, и каково было сидеть в момент, когда за окном, так сказать, начинается свобода с каждым днем все Да, больше? это было очень странно. Было очень весело и странно было сидеть. Например, был человек, который издал какого-то 5 или 6 экземпляров Чевенгура или Котлована, например. И сейчас в журнале печатается миллионными тиражами вот эти самые Котлованы, Чевенгуры и так далее, и так далее. Вот человек взял этот журнал и показал КГБшнику, который приходил к нам на зоне, там они продолжали работать с нами. И это показал, вот видите, я опубликовал 5 штук, а тот миллионный экземпляр. Ничего, сказали ему, ГУЛАГ ведь никогда не напечатает. Он сказал, нет,
напечатать. Это когда было? Это было в 86-м. Правда, тогда ГУЛАГа еще не было, но Что-то уже было в 86-м, Да, уже да, было уже столетие было. Гумилева, издали совершенно его сборник в огоньке. И было письмо Раскольникова Сталину. То есть все это было напечатано, и какие журналы появились, и из коротких чат вдруг диссидент сделался и так далее. То есть были веселые времена. А что касается Тбилиси, там вообще они с ума посходили, потому что сняли фильм. «Покаяние Абуладзе», да. И была рецензия по этому фильму. И я показал ребятам рецензию, я получал грузинские газеты, русскоязычную, «Заря Востока». Там рецензия, там все о Берии, о Сталине и так далее. Все читали, арестовали эту газету, наши КГБшники. Взяли, сказали, всех арестуем, Шеварднадзе арестуем. Я говорю, арестовывайте, вы что? Привозите сюда Шеварднадзе, какая проблема? Мы на все готовы. Уже видно было, что они потеряли почву. И мы веселились. Но сидеть в таких условиях хуже, чем сидеть в условиях нормальных, когда на тебя давят и говорят, что Советский Союз будет вечно и так далее. Вот когда ощущаешь, что уже свобода так близка, а ты сидишь, это не совсем приятно. Но мы отсидели. Кстати, когда я освободился по звонку, так сказать. Мне то, что присудили, я отсидел. Но через 2 недели освободили всю мою зону. Людей, которых там 5 лет еще досиживать было, 3 года, 4 и так далее. Всех освободили. Уже в феврале 1987 года никого там не осталось. Кроме тех людей, которые отказались выходить и написать одну строку, что не имею ничего против, потому что власти меняются. Вот эти люди, например, Дзабирадзе, мой друг, соучредитель республиканской партии, отсидел до конца. Вы имеете в виду список Сахарова сейчас так называемый, Совершенно который Андрей верно, Дмитриевич да. составил, когда Да. в качестве своего условия, да. Да, вот, но были люди, которые даже тогда не доверяли советским властям и досидели до конца свои сроки. А что касается перестройки, она скорее спускалась сверху, а грузинская местная власть ей сопротивлялась? Как взаимодействовала, так сказать, общефедеральная власть и местная грузинская в продвижении перестройки? Во времена Шеварднадзе Грузия, наоборот, была в самом первом ряду, так сказать, перестройки, но сразу после Шеварднадзе, как только Шеварднадзе взяли министром, в Грузии пришла более консервативная власть в лице Патиашвили. Это когда было? Это последние годы моей отсидки, 87-й год. 86-й, 87-й год Шеварднадзе уходит в Москву, а в Грузии появляется правительство, которое консервативнее, чем Шеварднадзе. Шеварднадзе все-таки поддерживал, естественно, перестройку, и в Грузии многие вещи происходили. Не только фильм снимали. Кстати, фильм снимали очень интересно. Ленту достал Шеварднадзе, снимали фильм по приказу Шеварднадзе, а за фильмом гонялись КГБшники и устраивали всякие заминки, чтобы фильм Местные КГБшников, которые, естественно, управлялись из Москвы. Так что в Тбилиси одновременно происходили процессы. С одной стороны, кто-то снимает фильм антисоветский, с другой стороны, естественно, КГБ борется против этого фильма и так далее. Тем более, что в фильме участвовал человек, который потом угонял самолет. И, естественно, после этого у КГБ появилась надежда, что они закроют этот фильм. Потому что главной роли человек, который стал террористом-угонщиком самолета. Это когда? Это 1983 год. В ноябре 1983 года в Тбилиси был случай угона самолета, неудачный угон самолета, но в котором участвовал, одним из угонщиков был человек, который играл главную роль в фильме. Потом пересняли, и там появился другой актер. И вместо этого молодого человека досняли фильм с другим молодым человеком. А этого осудили и расстреляли. Но, несмотря на это, фильм был доведен до конца.
И это означало, что перестройка тоже пойдет до конца. Но госпожа Шеварднадзе и Горбачев, они не понимали, что такая форма демократизации для Советского Союза была невозможна, поэтому эта страна и рухнула. И слава Богу. Это только товарищ Путин думает, что это была катастрофа для людей и так далее. Коллапс Советского Союза – лучшее, что случилось в моей жизни. У меня в жизни были всего две мечты. Это независимая Грузия и одна конкретная женщина в жены. Я добился обеих целей, но было трудно и там, но все равно. Я состоялся как человек, потому что две мои мечты состоялись. Это потом оказалось, что этого недостаточно. Недостаточно иметь свободную, независимую страну. Надо еще добиваться внутренней свободы, надо еще добиваться политической системы, надо демократизацию и так далее, что очень трудно. Вот Грузии это трудно удается. У нас сложные времена, даже сейчас. Но цвет на карте у нас уже есть. Но я всегда говорю молодым людям, мы вам дали все, что могли. Вот лично я, например, будучи политиком, человеком, который ответственный был за европейскую интеграцию, в мое время мы получили безвизовый режим с Европой. И я был счастливым человеком, потому что это маленький успех, но все-таки. Грузинский человек может вечером подумать, а не махнуть ли мне в Париж, взять билет в тот же вечер и махнуть, и попасть в Париж. Кстати, есть очень легкие методы, то есть можно заплатить 20 евро и попадаешь в Париж. Вы хотите раскрыть это нашим зрителям или это секрет? Нет, это небольшой секрет. Надо поехать в Кутаиси, там у нас маленький аэропорт, и там летят вот эти самые дешевые рейсы. Правда, там не подадут есть, вы не возьмете большой багаж и так далее. Ну зачем брать багаж в Париже, там все есть. Господи, Леван, как же трясет сильно. А, это разве тряска? Вот трясила, тряска была, когда я ездил в Кутаиси обычно. Я был членом парламента, а парламент заседал в Кутаиси. Так то мы ездили туда-обратно. Я сидел на этом месте. На моем? Да, на вашем месте. Здесь сидел, значит, мой шофер, была другая машина, и у меня лаптоп на колене, и я переводил и перевел всего Гомера Илиаду. В течение 3-4 лет, как мы ездили в Кутаиси туда и обратно. Вот тогда была тряска, и когда я Гомера читаю, я все помню тряску. Ничего себе, мне кажется, это как раз в тему Гомера, да. и тряска. Это какие-то... Да, это ну, требовался хороший шофер, получше, чем я, потому что при нем так не трясло. И самое главное, это был такой человек, который умел вести машину в одном каком-то темпе, высоком, но без напряжения, так сказать, без прорывов или отставаний и так далее. То есть красиво так. Но это профессионал. Сколько вам понадобилось поездок, чтобы перевести Илиаду и Одиссею? 4 года. 4 года. Я, кстати, на сессии тоже переводил. Когда рассматривали такие странные законы, как закон о перелетных птицах и так далее, я писал и читал и переводил. Так что это были счастливые времена. Годы парламента, это 2012 и 2016, вот эти годы. Вы согласны со мной, что переводы – это именно тоже просветительская деятельность в широком смысле этого слова? Конечно. Конечно. Особенно, когда дело касается такой страны, как Грузия, тут каждый перевод имеет особое значение, потому что это не просто
один из переводов, это обычно бывают уникальные переводы. То есть это маленькая страна, где даже если каждый грузин займется переводом, нас не хватит. Это у больших народов и больших языков есть такое право переводить или не переводить, потому что все на этом языке уже есть. Очень много людей, которые работают и так далее. А Грузия маленькая страна, и нам требуется большое количество переводов. Сейчас много переводят, но я был обижен, что, несмотря на то, что это время перевода с английского обычно, даже с французского мало переводят, с испанского, с немецкого, то есть это английский клин. А для нас, для филологов, классиков, это тяжелые времена, потому что нас становится все меньше и меньше. Никто не интересуется, чтобы продолжить наше дело. Поэтому мне приходится работать за себя и за того парня, за парня новой генерации, которые не родились, которых нет. То есть нет людей, нет переводчиков с греческого языка среди молодых. И некому обучать. Есть только один мальчик. Мы его дорожим этим человеком, потому что он уже работает и все такое. И надеемся, что он кое-что достигнет. Но в мое время нас было много. А вы закончили классическую филологию? Да, когда я закончил классическую филологию, я сразу стал переводить с Аристофана, потому что так было сказано, что я буду работать над Аристофаном. То есть диссертация моя об Аристофане, докторская об Аристофане, переводы Аристофана. Я перевел всего Аристофана, когда мне было 25, с греческого. И тогда я переводил стихотворным размером, новым размером для Аристофана. То есть я был переводчиком-новатором, так сказать. А как так вышло, что вы стали переводить? Потому что вообще не всякий... Я тоже когда-то учился в классической филологии, вот, но вовсе не все из нас начинали заниматься переводами. Как так произошло? Потому что я можно сказать, что я не полный писатель. Так сказать. Я не состоялся как писатель, но я хотел писать. Но переводы, это оказалось совсем хорошее дело в том плане, что я вроде и писатель, и вроде не писатель. В смысле, кто-то думает и кто-то делает. Вот я не думал, а делал, потому что я не придумывал ничего. За меня это делали Аристофан, Минандр. А как филолог? Для филолога это хорошая работа. Переводить для филолога, я думаю, что филологи классики в Грузии все переводили. Но хорошие. Мои учителя, кроме как Рисма Гагордезиани, который больше писал книги, меньше переводил. Но мои учителя греческого языка, многие были хорошими переводчиками. Акакий Урушадзе, например, Симон Каукчишвили и так далее. То есть люди, они подавали хороший пример в этом плане. Вы знаете, на самом деле, вот смотря на эти книги, я несколько, вернее так, достаточно сильно удивляюсь, потому что мы привыкли в русской культуре, да, что у нас есть Гнедич, который всю жизнь переводил «Илиаду», Жуковский, который тоже много лет своей жизни переводил «Одиссею», значит, Брюсов всю жизнь переводил «Энеиду», Вячеслав Иванов, ну и так далее, и так далее. В общем, каждый занимался каким-то одним автором. Вы перевели, вот я не читаю по-грузински, но я догадываюсь по картинкам, что это, видимо, Гомер, да? Да, это Илиада. Это Илиада, это Эсхил, да? Трагедии. Это, кто Эврипид. же это? Это Эврипид, это... Аристофан. В 3 томах Аристофан. Да. Да. Это, я не знаю, что такое. Это Медея, разные переводы с разных языков. Ага. С греческого это Еврипида, с латинского это Сенека, с французского, там сразу двое, это Корнель и Ануй. Вы все эти языки знаете? Совсем? Да, я перевожу с этих языков. Я, кстати, переводил с английского тоже, но обычно я переводил поэзию французскую, но греков и римлян я переводил всегда с языков. Но это я узнаю по обложке достаточно определенно, это Энеида. Это Энеида, да. Леван, как один человек может перевести столько всего? Вопрос даже не в усидчивости,
а в том, что это же совершенно разные авторы, каждый требует научной какой-то подготовки, вы же филолог, классик. Как это возможно? Когда тебе 70, все возможно, потому что это все накоплялось. Я в молодости перевел Аристофана. Это не этот перевод. Это тот самый перевод, и это самая древняя книга из этих всех, потому что это издано где-то еще в 20 веке. И должен сразу сказать, что вот я немножко посмотрел эти книжки, это единственный перевод, который сделан стихотворно вами. Да. Я еще Еврипида переводил стихотворно, но потом уже, когда приходит ясность и новая техника, я понял, что лучше переводить прозой. Все. И я начал переводить все прозой. Я перевел прозой и Гомера, и трагедии разные, и все. Сейчас у меня только такая продукция. Почему? Потому что я больше, конечно, филолог, классик, чем просто переводчик. И поэтому я понимаю, что точность – это важнее всего. И трудно достичь высокой точности в поэтическом переводе, если ты не Пастернак. А я точно не поэт, не Пастернак. Прозой я перевожу более точно. И я спокоен. Я понял, что я ничего не потеряю. В смысле, важное. Но вопрос же тут не только в точности, но и в том, чтобы люди как бы по-настоящему хотели это читать, широкий круг читателей, зависит от того, на кого вы рассчитываете. То есть я понимаю, что если бы, например, Илиада была бы переведена прозой, а не гекзаметром, как бы передающим так или иначе древнегреческий размер, это отдельный разговор, да, как он передает, но это было бы другое совершенно ощущение. Совершенно верно. Я думаю, что у меня совсем другая задача. Раньше переводили каким-то особенным языком. В Грузии была традиция переводить с легкой налетом древнегрузинского языка. То есть переводы, они были чуточку искусственные и приподнятые, и патетические. Мои студенты такие книги не любят. Они говорят, что им это не нравится. Им больше нравится нормальный человеческий язык. Вот я и перевел Гомера как современного автора на современном грузинском языке, без налета античности в грузинском плане. То есть тут нет древнегрузинских слов, тут нет древнегрузинских оборотов. Древнегреческий перевод на грузинский не означает, что надо его на древнегрузинский переводить. Его надо переводить на современный язык. Поэтому проза очень даже помогает. Поэтому у этой книги есть читатель. А у поэтического перевода Гомера читателя не было. Потому что если ты Гнедич, ты можешь посвятить себя Гомеру, но я не Гнедич. Гнедич был хороший поэт, его Пушкин уважал. И он, конечно, смог дать очень высокий перевод. Но Лекон Делиль не Гнедич, хороший поэт, но он перевел прозой Гомера, поэт. Я понял, что это правильный подход. Для меня это было важным, чтобы понять, что я могу сделать с Илиадой. И этот прозаический перевод, он более-менее популярный. И никто никогда не читал столько Гомера в Грузии, как сегодня читают. Эта книга издается с 2016 года и даже сегодня в продаже. Это тот самый перевод, который вы делали, трясясь в машине по дороге в Кутаиси. Да, это тот самый перевод, который я делал в Тбилиси-Кутаиси. Тут есть налет кутаисский, так сказать. Кутаиси – это такой город, знаете, это город мечты. Это не простой город, это не Тбилиси. Это совсем другой город. То есть это любой грузин, если он знает, что такое Кутаиси, значит, он состоялся как грузин. Если он не знает, ему это еще предстоит. То есть именно Кутаиси дает окончательное понимание грузинства. Правильно я понимаю, что это полностью современный грузинский язык? То есть вы не ставили перед собой задачу, насколько я понимаю,
в грузинском языке тоже есть разные диалекты, которыми чисто теоретически, я просто так подумал, можно передавать различные диалекты Гомера, которые сочетаются в Илиаде и в Совершенно верно. Одиссее. И есть люди, и есть переводы, где это так и делается. Например, Рабле в грузинском перевели на одном из грузинских диалектов очень подобающе и красиво. Но я счел нужным переводить вот это на современном литературном, очень понятном грузинском языке. Потому что это читают молодые ребята. И Гомер сейчас популярная книга на грузинском языке. Я рад, что мне удалось сделать из Гомера бестселлер для современной Грузии. Его читают многие. Читают для удовольствия, не филологи классики. Да, читают для удовольствия. То, что касается филолога, они, естественно, читают, потому что у них это предмет, так сказать, Гомер. Но многие люди читают, потому что это хорошая книга. И остальные переводы, кроме Аристофана, который мы уже обсудили, вы в юности переводили, вы преследовали те же задачи, да? То Абсолютно, есть, да. передать прозой наиболее точно. Прозой и очень современным языком. Предельно современным, то есть языком 21 века. Мне кажется, это должно еще пользоваться популярностью у нерадивых филологов-классиков, которым лень читать к уроку надлежащий отрезок, не знаю, из Илиады. Они быстренько посмотрят Илиаду по-гречески, посмотрят ваш перевод и уже поймут о чем, потому что так точно должно, это тоже можно так использовать. В этом плане, да, и я даже даю нумерацию. Каждая 10-я строка отмечена, в смысле, чтобы ученые тоже могли воспользоваться, значит, книгой. Ну, видно, что я филолог, видно, что я классик. Но я думаю, что современные люди тоже привыкли к тому, что там, если в скобках будет 420, это ничего плохого не означает. Ничего плохого. И они понимают, что так тоже можно читать книги. И в этом плане везде здесь некая научность есть. Я даю очень богатые, очень пространные комментарии обычно. И вот эта книга, например, оснащена не только комментариями, но и словарем в конце. И все объяснено, все понятно. Ничего не... Да. Люди не должны бегать всякие там Википедии и так далее от моей книги. Если есть книга, там все должно быть. И в этом плане я стараюсь быть на уровне. А на кого вы ориентировались? Потому что в русской традиции переводческой 20 века, по крайней мере, принято переводить стихами. Ну вот то, что, так сказать, заложено этой серией «Всемирная литература». И, вот, то есть вы на кого ориентировались? Я ориентировался на английские переводы, особенно на Латимера, с точки зрения Гомера, на очень многих хороших переводов, которые они делали прозой. На английском языке есть всякие переводы. Естественно, в каждом году появляются новые переводы. Есть первый перевод, когда женщина перевела Илиаду и Одиссею, там совсем другие взгляды и так далее. Это тоже интересно. Но обычно я ориентируюсь на переводы, которые даются, например, в таких огромных источниках, как есть Персей. Особенно компьютерная программа Персей, там есть все на греческом языке, и есть хорошие английские прозаические переводы, не только поэтические. И они даются вместе, вы знаете это место. Для меня это было очень удобно, потому что я переводил, я не хотел с собой брать книги, когда меня трясло в машине, поэтому у меня был компьютер, у меня был текст из-за Персея, у меня был интернет, у меня были интерактивные вещи, всякие словари и так далее. Все в одном месте. Называется Персей. Хорошее место Мичиганского университета. И другие некоторые тоже указывают. Раньше, когда я что-то переводил, я брал чемодан книг. Только русско-грузинский словарь в 3 томах, Дворецкий в 2 томах там, и так далее. И еще книга, с которого идется перевод. И так. Сейчас у меня это все в одном месте. Это мой лэптоп, Персей и работа.
А есть кто-то вот из этих авторов, кого вы впервые перевели на грузинский, кто не был переведен до вас? Энеида и Илиада были переведены в стихах, но я был первым, который перевел прозой Энеиду. Аристофана никто до меня не переводил. Вообще никто. Абсолютно. Еврипида я некоторые вещи перевел впервые, но потом у меня есть конкурент, и это моя хорошая подруга, которая работает, профессор и заведующий кафедрой классической филологии, так она перевела всего Еврипида в 2 томах. Так что мы конкурируем. И это новое, что-то новое для Грузии, когда появляются новые переводы и уже имеющие. И когда я перевел Илиаду, после этого никто никогда не издавал поэтическую Илиаду в переводе моего учителя. Какого она года? 2016. Да. И после этого никто не издает ту книгу, которая в поэтическом переводе. А в чем переводе? Его сделал Роман Миминошвили, мой учитель. Но после того, как я издал вот эту книгу, ту книгу уже никто не издает, потому что книга победила книгу, в смысле перевод победил перевод, потому что оказалось, что прозаический перевод читается и легче, и точнее. Но это уже пространный разговор, почему так получилось, но вообще грузины не смогли подобрать хороший размер. То есть у нас не было своего Гнедича, который переводил бы адекватно Гомера в поэзии. Поэтому грузины подобрали более грузинские формы, которых оказалось, что недостаточно для передачи Илиады. А грузинская система стихосложения, Она силаботоническая, похожая на русское, но более силабическая, чем тоническая. И в этом плане мы не смогли найти хороший размер для Гомера. Единственный человек, который нашел этот размер, был Звергам Сахурдия. Но он не владел греческим языком, он перевел первую книгу Илиады. Хороший перевод? Перевод может быть не лучший, но хороший размер. В смысле, в руках какого-то хорошего переводчика это могло сработать. Я тоже пытался так перевести, но потом дошел до точки, что лучше прозой. Для меня лучше прозой. И в этом плане я думаю, что это общемировая тенденция. То есть я абсолютно уверен, что появятся даже хорошие русские прозаические переводы Гомера. Даже после Гнедича, потому что кто-то скажет, что ему требуется Илиада на современном русском языке, на языке 21 века, на языке Gen Z. Но уже есть у нас опыт перевода прозаический. Я сейчас не помню сходу про Гомера, но в принципе уже, переводит последние десятилетия. Да, потому что я думаю, что это мировая тенденция. В этом плане я примерно нахожусь там же, где американцы, французы, канадцы и англичане. То есть они тоже все переходят на прозу более-менее точную. Прогуливаясь эти 2 дня по Тбилиси и по окрестностям с вами, я прямо ощутил, насколько вы человек важный для Грузии, для грузин, потому что с вами не раз подходили здороваться, благодарили вас, видимо, слушатели ваших лекций, ваши читатели. Мне бы очень хотелось, чтобы это интервью сделало бы вас также, открыло бы вас также российской аудитории, потому что для меня вы человек, связывающий культуры античную, грузинскую и в том числе русскую культуру. Вы человек все-таки русской культуры тоже, мне кажется. Совершенно верно. Это обычное дело для нас, старых грузин, которые говорили на 2 языках долгие годы, потому что мы получали образование на 2 языках. Невозможно только на грузинском языке
читать все книги, потому что их нет просто. Поэтому мы читали книги на русском языке. Слава Богу, такая возможность у нас была. Сейчас мы читаем на английском, на французском и так далее. Книги появились. Но все-таки мы обязаны, многим обязаны русскому языку. В советское время это был единственный шанс прочесть хоть что-то, чего не было на грузинском языке, мы читали по-русски. В общем, было бы здорово, Ливан, особенно учитывая, сколько людей русских понаехало в Тбилиси за последнее время, чтобы вы также обратили внимание на нас, на тех, кто не знает грузинского языка, и как-то рассказали бы нам о грузинской культуре. Мне бы очень этого хотелось. Совершенно верно. На днях мне сказали, что одна моя книга, в которой я говорил о грузинах в греческой мифологии, кто-то, не профессиональный переводчик, а просто любитель, перевел на русский язык, и оказался хороший перевод. И сейчас там думают в издательстве, может издать на русском языке, потому что много русских в Грузии, может быть, им будет интересно читать о грузинах кое-что на современном русском языке. Так что это новая тенденция, учитывая тех людей, которые появились в Грузии в последнее время. Спасибо, Ливан. Пожалуйста.